Каждый из нас пил шампанское. Кто-то за новогодним столом закрывает уши и зажмуривается в предвкушении хлопка от пробки, вылетевшей из темно-зеленой бутылки, а кто-то любит этот напиток и пробует чаще. Но, безусловно, шампанское ассоциируется у любого человека с праздником. Поэтому мы с вами отправимся в этот раз на необычную экскурсию на завод, где это самое шампанское производят, в город Минск, на Минский завод игристых вин. Итак, на экскурсию допускаются группы по предварительной записи. Можно же, конечно же, записаться и от 5 человек из одной компании. Но поверьте, на дегустации, где вам сделают хорошо и весело, все же интересно быть более сплоченным коллективом. Поэтому очень часто такую экскурсию заказывают как раз для какого-нибудь коллектива, и поверьте, это очень сближает. Но, естественно, вам должно уже исполниться 18 лет. Продолжительность экскурсии с дегустацией около 2 часов. На входе вас встретит экскурсовод, вас попросят снять верхнюю одежду, сумочки оставить в шкафчиках, надеть одноразовый халат и бахилы, и после этого выдадут каждому индивидуальный аудиогид, чтобы всем было хорошо слышно. Далее, проведя небольшой инструктаж по технике безопасности, мы отправляемся на завод, в те самые цеха по производству любимого напитка. Минуя длинные переходы и коридоры, мы проходим в цех, где сразу чувствуется запах бродильной смеси. Мы спустились на 6-метровую глубину, и здесь достаточно прохладно. Температура всего 16 градусов, оптимально для производства и хранения вина. В оранжевых емкостях хранится сырье для игристого. Емкости для хранения вина до сих пор моют вручную. Слесарь надевает защитный костюм, проникает внутрь цистерны, где хранился виноматериал, вот сюда, и чистит ее. Я так понимаю, надышавшись парами, у этих людей всегда веселое и приподнятое настроение. Климатические условия в Беларуси не позволяют выращивать в промышленных масштабах виноград, поэтому сырье заводят на предприятия из других стран – из Молдовы, Венгрии, Узбекистана и Испании. Некоторые особо ценные виды сырья хранятся не в цистернах, а в дубовых бочках. Значит, более приятные, поскольку они взаимодействуют с кислородом. Объем такой бочки 226 литров. Объем такой бочки, кстати, объясняет, почему в бутылку вина обычно не литр, а 0,75. Поскольку такую бочку было удобно разлить на 300 бутылок без остатка объем 0,75. Таких бочек на заводе 5 штук, 3 из них хранится в этом цеху, и в них выдерживают виноматериал сорта Каберне. Я покажу вам цеха и расскажу самые интересные факты о Минском заводе игристых вин. И начну, пожалуй, с того, что первое советское шампанское, произведенное в Беларуси, продегустировали в далеком 1978 году, когда первая партия поступила в магазины. Это было как раз 23 февраля. И раньше предприятие называлось «Завод шампанских вин». Но по принятой еще в XIX веке Парижской конвенции по охране промышленной собственности термин «шампанское» запретили использовать, потому как шампанским может называться продукт, изготовленный из виноматериалов в провинции Шампань. На экскурсии в цехах мы узнали, какие стадии технологической обработки проходит виноматериал, как его очищают и готовят к производству. Помимо игристых напитков, здесь производят также вина. И экскурсовод рассказала, что, например, вина в бутылке и пакете не отличаются по качеству, так что расхожее мнение, что в пакете вино хуже, это миф. Например, советское шампанское готовится особым способом. Сырье 20 суток бродит, после чего еще 10 суток идет насыщение на дрожжевом осадке и далее фильтруется, и получается полуфабрикат, из которого уже и будут изготовлены сорта шампанского: брют, сухое, полусладкое, сладкое. Марка зависит от количества добавляемого в сырье ликера, который придает напитку нужную сладость. Сырье в цеху тоже дают попробовать, еще не очищенное игристое вино, так сказать, попробовать его в процессе шампанизации. И мы сначала попробовали бродильную смесь прямо из бочки, а затем уже и разные сорта шампанского на разных стадиях приготовления. Тут уже становится очень интересно и весело. Так что на автомобиле не рекомендую на экскурсию приезжать, это однозначно. После нашего выхода
Из цеха на табло отобразилась информация, что выпито было 0,1% от имеющихся в цистернах запаса. Все здесь автоматизировано, везде учет и контроль, и так как дегустационной комиссии на предприятии как таковой нет, то можно сделать вывод, что выпивают тут только посетители экскурсий. Самым шумным на предприятии считается цех разлива. Он же, наверное, самый интересный. Но, увы, линия была остановлена по технике безопасности, и нам показали и рассказали только все теоретически. Показали, как отличить бракованную этикетку от нормальной, рассказали, сколько бутылок в сутки производится на предприятии. По выходным не работает. А мы с вами будем двигаться дальше, но дегустационный зал упал. Не забываем, пожалуйста, да? Справка мне фотографируйте, пожалуйста. Потому что это же сделаем. Потом скажут, что такое выпустили, да? Антиреклама. И дальше мы дружно прошли в дегустационный зал. Вот здесь помедленнее и поподробнее, пожалуйста. Потому как это и есть самая интересная и веселая часть экскурсии, ехать лучше на которую своей большой компанией. Мы дегустировали 7 различных продуктов, которые изготавливают на заводе. Нам рассказали, например, что при открытии бутылки ее нужно наклонить под углом 45 градусов и лучше крутить саму бутылку, а не пробку, так как скорость вылетевшей пробки из взболтанной бутылки может достигать 120 км в час. И если крутить пробку, то также нередки случаи, когда ее можно сломать. Тогда уже открыть бутылку будет проблематично. А так, при прокручивании бутылки 3 оборотов будет достаточно. Именно тогда получается эффектно открыть бутылку, сообщив всем, что ну что вы, не первый ящик. Но это касается только корковой пробки. Вина с крышками из пробкового дерева лучше хранить горизонтально, а пластиковые можно и вертикально. Пробки изготовлены из пробкового дерева, привезенного из Португалии. Рассказали, что лучшая закуска для игристых вин – соленая или пресная еда. Именно поэтому на столе стоял сыр твердых сортов и соленые хлебные палочки. Так вкус продукта раскрывается гораздо лучше. И самая оптимальная закуска для игристого, кто бы мог подумать, но маринованные огурцы. Либо соленые, а вовсе не конфеты и шоколад. Так что если собираетесь в гости с шампанским, поверьте, банка маринованных огурцов будет самое оно. А шоколадками лучше закусывать красные полусладкие вина, а к белым полусладким уместнее подать виноград. Вообще, чем слаще вино, тем слаще должна быть закуска, иначе исказится вкус. Какое шампанское самое лучшее и вкусное? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Кому-то нравится брют с кислинкой, а кто-то любит сладкие игристые. Но самое, пожалуй, если можно так сказать, лучшее – это шампанское, произведенное на заводе вот здесь Радивил. Дело в том, что оно выдерживается до полугода. Мне еще понравилось золотое и, как ни странно, пино нуар. При его производстве, как нам рассказали, используют натуральные ягоды и черную морковь. Да-да, вы не ослышались, именно сок черной моркови, которую заводят из Венгрии. Никогда такой даже не слышала, но тем не менее. Экскурсия очень понравилась, но, естественно, за счет дегустации. Само производство без того, чтобы продукт попробовать, мне бы, например, не очень зашло. А так было самое то. Так что хорошей компании очень рекомендую посетить. Естественно, не надо думать, что тут вас напоят прямо до сильного опьянения. Нет, слегка попробовать разные сорта, понять, в чем их отличие и что нравится и подходит именно вам. Иногда это как раз то, что нужно. А может быть, вы были на такой экскурсии или собираетесь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!